Рациональное питание детей – важное условие, обеспечивающее правильное физическое и психическое развитие. Идеал кормления, необходимый для сохранения здоровья человека, естественное вскармливание. По данным ВОЗ, только 3% женщин не способны кормить своих детей грудью. Почти все беременные имеют дефициты микронутриентов. На фоне патологической беременности дефицит может быть и более выраженным. При недостаточном поступлении в организм женщины минеральных веществ на ранних сроках беременности велика вероятность формирования врожденных пороков развития, а также костных нарушений. Дефицит микронутриентов внутриутробно усугубляется при неправильном питании матери, кормящей грудью. В период беременности и лактации женщины нуждаются в коррекции микронутриентного статуса. Используются обогащенные продукты питания или комплексы витаминов и минеральных веществ. Материнское молоко – золотой стандарт питания грудного ребенка. Дети должны находиться на исключительно грудном вскармливании с момента рождения и примерно до 4-6 месяцев. Молоко матери по своей структуре приближается к составу ткани ее ребенка. Поэтому невозможно создать заменители женского молока, которые абсолютно идентичны, а тем более превосходят по качеству материнское
предотвращает развитие интенсивной желтухи. Иммуноглобулины молозива покрывают незрелую слизистую оболочку кишечника, защищая от проникновения через нее микроорганизмов и крупных белковых молекул. Кормление новорожденного до молозива какими-либо смесями нередко способствует развитию аллергии. Естественное вскармливание снижает риск развития аллергии у ребенка благодаря высокому уровню усвоения нутриентов женского молока. Практически каждая женщина может скормить своего малыша грудью. Для этого необходимы следующие условия. Поверить в это. Молоко у женщины идет через голову. Исключить догрудное кормление. Кормить по требованию, но помнить, что для плача у ребенка может быть много причин. Перевести ребенка на более частое кормление при гипогалактии. Правильное положение ребенка при кормлении. Ребенок должен захватывать не только сосок, но и орелу. Кормить можно в любом удобном для ребенка и матери положении. Не нужно прекращать кормление грудью при трещинах сосков и нагрубании молочных желез. Матери должны уметь сцеживать молоко, если это необходимо, и есть показания. Ребенок ослаблен, молоко остается, есть чрезмерное нагрубание желез, или ребенку трудно начать сосать плотную грудь. До 4-6 месяцев ребенка не нужно допаивать водой. Что происходит при гипогалактии? Гипогалактия – это недостаточное образование молока. Различают первичную и вторичную гипогалактию. Первичная развивается вследствие нейроэндокринных нарушений в организме женщины и встречается чрезвычайно редко. В большинстве случаев развивается вторичная гипогалактия вследствие отрицательного воздействия на организм женщины комплекса факторов – социальных, медицинских, биологических, психологических и экономических. Каковы причины гипогалактии? Недостаточная мотивация кормления грудью у беременной женщины или роженицы может привести к гипогалактии. Необходимо проводить и разъяснительную работу при врачебном обслуживании беременных женщин и в дальнейшем. От настроя беременной на кормление грудью зависит, будет ли у нее полноценная лактация. Вторая причина – позднее прикладывание груди. Показано, что ранее, через 20-30 минут после рождения прикладывание груди стимулирует лактацию. И, наконец, редкое прикладывание ребенка к груди, регламентация грудного вскармливания и излишний контроль за процессом лактации тоже приводят к гипогалактии. Для успешного грудного вскармливания необходимо совместное пребывание в палате матери и ребенка, без ограничений в частоте и продолжительности кормления. При недостаточной лактации практикуется частое прикладывание груди, что стимулирует продукцию молока. В первые 2 месяца жизни можно кормить ребенка из обеих грудных желез, так как это стимулирует лактацию и уменьшает риск застоя молока. Если у матери много молока, то лучше кормить каждый раз из одной груди. У женщин бывают лактационные кризы, во время которых уменьшается количество суточного молока. Обычно их периодичность около 1,5 месяцев, длительность от 3 до 8 дней. Внезапно ребенок начинает плакать и требовать, чтобы его кормили чаще. В это время необходимо увеличить число кормлений и недопустимо сразу же докармливать смесями. Независимо от расы и социального положения, условий проживания и национальных особенностей пищи, питание кормящей матери больше влияет на качественный состав, а не на объем молока. С целью стимуляции лактации
можно назначать матери специализированные продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. Используют также фитотерапию, гомеопатические средства. Остановимся на критериях и сроках ведения прикорма. В настоящее время прикормом называют все продукты, вводимые в рацион грудного ребенка, кроме женского молока и его заменителей. Показания к назначению прикормом являются возрастающие потребности растущего организма в энергии, белках, жирах, микронутриентах, а также приема более плотной пищи, что требуется для дальнейшего развития жевательного аппарата и желудочно-кишечного тракта ребенка. Каково же время ведения прикорма? Ведение прикормов желательно начинать не ранее 4-6 месяцев, иначе происходит снижение частоты и интенсивности сосания из груди, может возникнуть риск развития пищевой сенсибилизации, так как кишечный блок для аллергенов еще не сформирован, и стенка кишечника проницаема для макромолекул пищи. Возможна резкая стимуляция ферментативной активности желудочно-кишечного тракта, что приведет к развитию диспептических и дисбиотических нарушений. Значительно отодвигать сроки начала ведения прикормов тоже нецелесообразно, так как могут возникнуть дефицит ряда микронутриентов, проблемы с формированием навыков жевания и глотания густой пищи, с необходимостью быстрого введения многих продуктов, что приведет к большой антигенной нагрузке на организм ребенка. Необходимо придерживаться следующих правил при назначении прикорма. Введение каждого нового продукта начинают с небольшого количества, постепенно, в течение 5-7 дней, увеличивая его до необходимого объема и при этом внимательно наблюдая за переносимостью. При появлении аллергической реакции дачу прикорма временно прекращают. Новый продукт или новое блюдо следует давать в первой половине дня для того, чтобы отметить возможную реакцию на его введение. Овощной или фруктовый прикорм начинают с одного вида – монопродукт, затем постепенно вводят другие продукты из данной группы. Прикорм дают с ложечки до кормления грудью или детской молочной смесью. Введение новых продуктов не начинают, если ребенок болен, а также во время проведения профилактических прививок. При выборе прикорма предпочтение следует отдавать продуктам промышленного производства, обогащенным всеми необходимыми для бурно растущего организма ребенка витаминами и минеральными веществами. Первым прикормом является обычно овощное пюре или каша. При паратрофии, при упорных запорах, даже при естественном вскармливании в качестве первого прикорма целесообразно использовать овощное пюре, кабачки, капусту, тыкву, морковь, позднее картофель. Если ребенок имеет недостаточную массу тела или у него неустойчивый стул, то лучше начать прикорм не с овощного пюре, а с каш. Вначале вводят кашу безглютеновую, гречневую, кукурузную, рисовую, промышленного производства. Она может быть молочной или безмолочной. В этом случае ее разводят грудным молоком или адаптированной детской молочной смесью. Овсяная и ячменная каши вводятся позже, так как эти крупы содержат глютен, который не всегда хорошо переносится грудными детьми, хотя этот белок является высоко ценным. Традиционная для нашей страны манная крупа имеет значительно более низкую пищевую ценность, в ней меньше жиров и микронутриентов. В дальнейшем используют каши из 2 и более зерновых культур. Творог вводят детям 6-7 месяцев. Он вызывает длительное повышение кислотности и протеолитической активности желудочного сока, что способствует напряжению секреторного процесса желудочных желез, поэтому более раннее его введение оправдано только у детей с дефицитом белка. Желток вводят в 6-7 месяцев с 1/4
части желтка до половинки желтка в день. Мясо рекомендовано вводить в питание с 6 месяцев в виде мяса растительных консервов, где содержание мяса составляет около 10-20%, поскольку мясо является источником полноценного белка, витамина В12, цинка и гемового железа. Это наиболее полно усваивается организмом ребенка. Позднее вводят чисто мясные консервы с содержанием мяса до 60%. Введение мяса начинают с нежирной говядины. Также можно использовать мясо индейки, кролика, курицы и нежирную свинину. Мясные бульоны в питании грудных детей не используются. Рыборастительные консервы для детского питания вводят начиная с 8-9 месяцев и дают 1 или 2 раза в неделю вместо мясного прикорма. Соки рекомендуется вводить значительно позднее, после 6 месяцев. Фруктовое пюре назначают через 2-3 недели после введения соков. Дают фруктовое пюре непосредственно в начале кормления. Соки можно давать в промежутках между ними. Искусственным называется вскармливание детей грудного возраста молочными смесями, когда молоко матери составляет менее 1/5 от суточного рациона. При искусственном вскармливании должен соблюдаться определенный режим, перерывы между кормлениями не менее 3 часов и, как правило, не рекомендуется ночное кормление. В настоящее время при смешанном и искусственном вскармливании рекомендуется использование современных детских молочных смесей, максимально приближенных по составу к грудному молоку. В смесях по сравнению с необработанным коровьим молоком снижено содержание белка, увеличено количество незаменимых жирных кислот, витаминов, микроэлементов, необходимых для формирования головного мозга, иммунитета, для увеличения продолжительности жизни человека. Детские молочные смеси подразделяются на начальные или стартовые, предназначенные для вскармливания детей до 4-6 месяцев жизни, и последующие для детей второго полугодия жизни. Существуют также смеси, которые могут использоваться на протяжении всего первого года жизни ребенка. За последние десятилетия отмечен значительный рост аллергических заболеваний во всем мире, что требует использования лечебного питания на первом году. Распространенность аллергии напоминает эпидемию. Наиболее часто встречаются аллергические заболевания у детей раннего возраста. Это атопический дерматит. Манифестация заболевания, как правило, начинается в первые 3 месяца жизни. Наиболее частой причиной возникновения атопического дерматита у детей первого года жизни является пищевая аллергия, на долю которой приходится до 90% всех случаев данного заболевания. При наследственной предрасположенности нередко у детей первые симптомы пищевой аллергии развиваются уже на естественном вскармливании, хотя женское молоко лишено антигенных свойств. Сенсибилизация ребенка, получающего грудное молоко, поддерживается пищевыми аллергенами, поступающими через молоко матери при употреблении ею продуктов с высоким аллергизирующим потенциалом, главным образом молочных. Матери на весь период кормления грудью целесообразно назначить гипоаллергенную диету с элиминацией таких продуктов. Можно рекомендовать матери специальную смесь из козьего молока. Однако строгая гипоаллергенная диета всем беременным и кормящим женщинам не рекомендуется, так как у ребенка не будет вырабатываться пищевая толерантность. Малыш, находящийся на искусственном вскармливании, может получать специализированные гипоаллергенные смеси, которые делятся на профилактические, лечебно-профилактические и лечебные. Профилактические смеси применяют при легких формах пищевой аллергии. К ним относятся адаптированная смесь на козьем молоке, так как белки козьего молока отличаются по антигенному строению от коровьего.
Многие дети при непереносимости смесей на коровьем молоке хорошо переносят на козьем. У адаптированных кисломолочных смесей аллергенность снижена за счет частичной денатурации белка. Ими рекомендуется заменять не более 50% суточного объема пищи. При недостаточном эффекте от такого вскармливания можно перевести ребенка только на адаптированные кисломолочные продукты временно. При более выраженной пищевой аллергии используют лечебно-профилактические смеси на основе гидролизата молочного белка с низкой или частичной степенью гидролиза. Третья группа – лечебные смеси. Смеси на основе высокогидролизованного молочного белка, который расщепляется до свободных аминокислот и мелких пептидов, что позволяет практически полностью устранить аллергизирующие свойства смеси. Грудное вскармливание – это биологическая, экологическая, природная равновесная система, которая включает пару мать-младенец, а также семью в целом и все общество.